Ольга Хлавчева. Как все это сложно так рисовать. Только что вытерла с холста, все, не получается. Я начинающий художник. Я тоже надеюсь, что когда-нибудь будет легче. Конечно, будет. Терпение и труд все перетрут. Сделаешь рассоста, получится просто. Вопрос практики. Если есть сильное желание рисовать, вы будете рисовать, несмотря ни на что. Вы найдете нужные книги, нужного педагога, учителя, или поступите в вуз. Может быть, вы там уже учитесь. Но там это не закончится обучение только. Даже вы окончите академию, оно будет продолжаться и продолжаться. Это такой ежедневный вызов, потому что нет финишной ленты, через которую ты пересечешь и станешь художником. Я ошибочно думал, что кончил Строгановку, окончил, и все, я уже художник, могу все подвластно, и работы продаются, и круто продаются. Нет, это была ошибка. Как будто бы перед тобой горизонт, вот он рядом, но ты бежишь, и никогда, и он все время будет далеко. Так и с живописью. Я готовлю, он уже практически, вот чуть-чуть осталось, готовлю новый курс по рисунку. Но это архиважно. Для любого человека, кто пишет, тот знает, что главное в живописи рисунок. И мы начнем с того, что мы будем рисовать детали. Мы будем рисовать голову, мужскую и женскую модель. И для того, чтобы нарисовать портрет, причем в разных ракурсах будем рисовать, мы будем в разных ракурсах рисовать детали. Нос, глаза, губы, уши. И пока мы не научимся их рисовать, каждый урок будет, вам будут даваться домашние задания, вы будете выполнять их, я буду ставить оценку, делать допуск к следующему уроку. Их будет всего 8. И когда мы нарисуем детали, мы приступим к голове целиком. Будем рисовать, учиться рисовать объем. Это будет очень мощный курс, он скоро запустится. На днях я уезжаю в Прованс, там будет мастер-класс. И как только я вернусь, буду готовить к запуску этот новый курс. А пока есть скидка 50% на 5 базовых уроков в моей онлайн-школе. Познакомьтесь с ними. Архитект Егор, расскажите, пожалуйста, что для вас идеальный день? Как для художника? И какую музыку вы любите и слушаете? Я много разной музыки слушал, переслушал всяко. И очень любил индийские мантры, спокойную музыку релаксирующую. В последнее время я все больше и больше люблю естественные звуки, которые меня окружают. Тишину. Ну, за исключением каких-то навязчивых. Тогда я одеваю наушники и что-то включаю. Может быть, английский язык я слушаю, изучаю. Либо спокойную какую-то музыку. Идеальный день, как выглядит. Ну, сначала занимаюсь спортом с утра, потом в мастерской очень много всяческих проектов, либо их делаю, либо пишу на природе. Идеально это когда где-то в хорошем месте заниматься творчеством. Ну вот в Прованс сейчас поеду, я надеюсь, что каждый день будет идеальный. Новые места, новый цвет, общение. Очень приятно видеть, когда у моих друзей, коллег, опять же, студентов, что-то получается, когда у них есть прорывы в творчестве. И вечером за маленьким бокалом, рюмкой чая обсудить то, что вышло в этот идеальный день. Да, еще будет мастер-класс в Армении с 1 по 8 октября, включайтесь. И после Армении сразу Италия, Гарда. Озеро, будем писать там. Там будет мастер-класс. Посмотрите на сайте и включайтесь в работу. Тома Фокс Фул. Да бросьте, вы скромничаете, кто же ваши работы задвинет в кладовку? Все будут счастливы любой. Но не так. Одна дама, я был в Америке, проводил класс и написал по ее заказу, написал ее
портрет, фигуру фактически. И написал необычно, очень интересная работа. Я не буду приводить ее в пример, не буду показывать, потому что ее муж ее разломал в клочья и выбросил. Мне было велено об этом не рассказывать, но добрые люди донесли об этой ситуации. Так что извините, если кто-то сейчас сожалеет о том, что я об этом узнал. Ну что ж, это такая судьба этой работы. Она была написана творчески, и дама очень, ей понравился этот портрет, и она с удовольствием его приобрела. Ну, бывает всякое. Бывают такие портреты, работы, которые передают состояние человека, например, который болеет. Его тоже не повесишь. И есть такие две работы в моей жизни. Одна недавно была написана, вот, которые не покажешь, потому что человек болен. Тот, кто чувствует эту боль, он не может смотреть. Портрет в этом смысле несет энергию, которая в него заложена. Но это частные случаи. Тома в основном мне говорили, что мои работы наполнены светом и имеют такой целительный эффект. Это в большей части именно так. Со слов людей, которые их приобрели. Игорь Творогов. Ваши наброски обнаженной натуры потрясающе воздушно, романтичные и легки. Вопрос простой. Живопись не должна выполняться под заказ? Да почему же? Все великие произведения выполнены на заказ. Сикстинская капелла, все. Вопрос в том, как художник относится к этому заказу. Если он пишет не только для того, чтобы заработать, что очень здорово, а чтобы свою репутацию повысить, что ли, чтобы он пишет, если для вечности, для искусства, тогда он не допустит фальши. Закончит работу тогда, когда все будет до последнего мазка сделано. Иначе он просто сам будет неспокоен. Мне заказывают портреты, бывает такое. И для меня главное написать работу, такую, чтобы было не стыдно потом вам показать и вообще, чтобы было не стыдно. Светлана Б. Я думала, что только у меня руки по локоть в краске, переживала, глядя на вас, Вячеслав, вы всегда с чистыми руками. Ну да, от чего их грязнить? Если что-то грязнится, я беру и сразу же вытираю, потому что это потом не спасешься, краска везде разнесется. Просто контролируешь, как все это движется. Да, естественно, бывает и пачкается, но глядя на друзей, которые пишут там с головы до ног, вот это для меня, конечно, странно. Одна девочка, я говорю, ты чем вытираешь кисточки? Тряпочкой. Я говорю, давай салфетками или вот бумажным полотенцем. Я не привыкла. Хорошо, не привыкла. Потом она как-то начала на мастер-классе, вот недавно пробовала писать, вытирать кисточки бумажным полотенцем, и все равно я заметила, что все равно все руки грязные. Где-то просто человек увлекается, это не так страшно. В конце концов, тот же Арон Бух писал вообще пальцами, у него все по локоть, да, пальцами писал, краски окунал. И что? Зато ты чувствуешь материал прям пальцами, это не страшно. Многие работают в перчатках, я не представляю, в медицинских таких, это же жарко как-то, не мое, я пробовал, не. SNM 1ZY. Эффект неожиданности. Для чего? Для выпендрежа? Конечно. Показ. Вот я такой художник. Естественная красота в природе – это совершенство божественного. Так зачем извращать? Тишина. SNM1ZY. Тишина в природе. Ничего нет. Чего извращать? Это же божественная тишина. Однако человек придумал, например, музыку, какой-то еще рэп, например. Тоже же это признак творчества. И очень многие, я знаю, настолько это любят. Для меня это, я не могу назвать даже музыкой, какой-то такой, извините,
те поклонники рэпа, ну, для меня это такой вот ритмический мусор. Для меня это проблема, когда что-то такое вот без моей просьбы вливается в уши, я не могу с этим справиться, остановить-то нет возможности. Но это же сочинено из тишины, из ничего. Люди научились выражать свои эмоции с помощью извлечения звуков из разных инструментов. Звуки разные. Для кого-то это сочиненная музыка, например, уводит тебя ближе, ближе к тонкости какой-то, да, к существованию. Ты раскрываешься благодаря музыке. А какая-то музыка воздействует так, что ты хочешь закрыться и убежать. И то, и другое есть, просто есть. Но могло бы не быть. Просто тишина, звук листьев, щебет птицы и так далее. Разве можно сказать, что звучит, я не знаю, Альбинони, что это извращение тишины, какое-то вмешательство в гармонию тишины? Почему же просто набор красок, пятен на холсте вызывают у вас, значит, какие-то нездоровые ассоциации? Ну, может, и здоровые, конечно. Это естественное желание художника выпендриться, да? Написать по-новому, отличиться от других. Но это мы видим, я не знаю, когда мы одеваем одежду. Ну, не ходим же мы все в одном все время, как я. Девушки одевают разную одежду каждый день. Но представляете, каково было бы, если бы все вот выстроились 100 художников и абсолютно одинаково списали мотив, который перед ними с точностью до листочка. Они ничем не отличались. Они просто передали бы то, что видят. Но живопись, на мой взгляд, это другое. Это не передача того, что ты видишь, а это создание новой реальности. Новой. Она уникальна. Нет такой картины ни у кого. Вообще. Никто так не создал. Выпендрёшь? Конечно, выпендрёшь. Но я с замиранием сердца смотрел на работы того же Клода Моне, ну, я не знаю, в Живерни, оранжерии в Париже. Ну, живьем смотришь, замирает сердце. Выпендрёшь? Конечно, еще какой. Но отойти невозможно. Завораживает этот выпендрёж. Я такой, ничего не могу поделать. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, ставить лайки, закорючки, крестики, отмечайтесь в журнале и задавайте вопросы с комментариями, конечно. Сейчас вы можете посмотреть еще одно кино «Не настоящий художник» называется. Второе название 682.